Друзья, всем привет! Рада снова видеть вас у себя на канале. Сегодня на ваших экранах не просто мое новое видео, но и новая картинка, новое изображение, которое я каждый раз перед съемками в течение примерно 2 часов старательно настраиваю, пытаюсь наладить свет, цвет, тени. Для меня это каждый раз как первый раз, для меня это сложно очень дается, но мне кажется, в этот раз как будто бы даже и неплохо получилось. В общем, стараюсь, чтобы вам было приятно смотреть видео, хотя тут особо ничего не происходит, но я например, даже если смотрю какие-то разговорные видео, слушаю на фоне, мне приятно иногда бросить глаз на экран и увидеть красивую картинку. Поэтому я сама стараюсь соответствовать своим собственным требованиям. И сегодня я к вам с таким вопросом, на который я уже, скорее всего, заранее знаю ответ. Вопрос такой: когда вы ходите в кинотеатр в качестве зрителей, возникало ли у вас желание пройти во всякие закрытые помещения, коридоры, став онли, посмотреть, кто же там сидит в этой комнате, откуда проецируется изображение на экран? Наверняка вы мечтали попасть, а может быть даже и попадали в такие закоулки кинотеатров. У меня такого опыта не было, но вот он и появился в моей жизни благодаря моему прекрасному одногруппнику Николя Мерси, который пригласил меня и моего мужчину на индивидуальную экскурсию в кинотеатр, в котором Николя работает. На самом деле это приглашение не было спонтанным и неожиданным. Мы вместе с моим одногруппником готовились к экзамену по курсу английского языка, и нам надо было подготовить доклад на тему устройства современных кинотеатров. И, собственно, так и родилась эта замечательная идея. И я, конечно же, без малейшего сомнения сразу же взяла с собой телефон для того, чтобы поснимать для вас эту экскурсию. Значит, предупреждаю вас заранее, при просмотре этих кадров вы можете испытать немного неловкость и даже кринж, потому что в этих видео разговаривают 3 неносителя английского языка. Я в повседневной жизни общаюсь на французском, но поскольку мой муж не говорит на французском, а мой одногруппник не говорит на русском, нам приходилось выкручиваться на английском, общаться на английском, поэтому вы можете послушать, как звучит английский с русским и с французским акцентом. Это невероятно круто, очень интересно. И, в общем, возможно, если у вас есть какие-то комплексы на эту тему, возможно, вы от них очень быстро избавитесь. Итак, погнали. Сейчас я осознала, что у меня нету перед глазами кадров, которые я наснимала, потому что снимала я их с этого телефона, на который снимаю сейчас. Поэтому я буду следовать своему скрипту, и параллельно на экране вы будете видеть, собственно, видео, которое будет сочетаться плюс-минус с тем, что я говорю. Как-то так я себе представляю. В общем, посмотрим, сработает ли. Значит, это первые кадры, на которых мы прибываем в сам кинотеатр. Как вы можете видеть, здесь довольно симпатичный кинотеатр, новый. Это не исторический кинотеатр, как бывают здесь во Франции. Кинотеатры расположены в исторических зданиях, в церквях и прочее. Здесь мы находимся в холле современного, спроектированного специально под кинотеатр здания. Находится сам кинотеатр за пределами города, за пределами центра города. Можно даже сказать, что это сельский кинотеатр. Более того, вы можете видеть здесь небольшую выставку, посвященную устаревшим кинопроекторам. И нам удалось не только их вблизи рассмотреть, но еще и потрогать, поразбирать немножечко те части, которые можно снять, и посмотреть, что находится внутри. Собственно, вот эти кадры. Здесь мой одногруппник рассказывает нам о том, как вручную за счет различных линз менялись форматы проецируемого изображения.
No. You have the difference. If you want to take a picture of it. Тут мы раскошмариваем проектор, вот, и замечаем, что внутри нет ключевого элемента лампы. К этому мы вернемся позже, запомните этот момент, это важно для сюжета, потому что к лампам мы вернемся позже. Значит, дальше мы заходим в пустой кинозал. Кинозал пустой, потому что в этот день кинотеатр, если я не ошибаюсь, был закрыт или был закрыт до определенного часа. Посетителей в нем не было. Итак, вы можете обратить внимание, что здесь мы очень пристально разглядываем киноэкран. Более того, дальше мы за него залезем и даже посмотрим, как там внутри за ним, что расположено, как он крепится. Вот, и на киноэкране, как вы видите, не знаю, замечали ли вы или нет, расположены мелкие дырочки. Эти дырочки, насколько я понимаю, основная их функция, а возможно даже единственная, это пропускать звук из колонок, из акустических систем, которые расположены за экраном. Далее мы проходим и попадаем в VIP-зал данного кинотеатра. Тут, конечно же, сиденья поудобнее, и расстояние между ними побольше, и экран, как вы можете заметить, тоже побольше. It's like in airplanes. Yes. Значит, а тут начинается самое интересное и при этом самое сложное. Здесь мы попадаем в зону staff only, как раз-таки. Мы находимся на балконе, если можно так выразиться, на котором располагаются все ключевое оборудование, в частности, проекторы. В отдельной комнате располагается аудиосистема. И нам здесь пошагово объясняют, как включить фильм на проекторе, как это работает, какие системы используются в данном кинотеатре. Понятно, что есть более новые, более дорогие системы, есть немного устаревшие. Но на самом деле даже устаревшие системы прекрасно работают, и не так много денег у кинотеатров, чтобы регулярно обновлять эти устройства на более новые. Как видите, тачскрин здесь настолько древний, что им нужно пользоваться только со специальным стилусом. Собственно, каждый из этих проекторов направлен на экран в определенном зале данного кинотеатра. Okay. Okay. It's pretty big because Dolby. in the room this is a Dolby Atmos. You know, it's the 3060 360 degrés. Также нам показали звуковые системы, оборудование звуковое, но выглядит, конечно, пугающе. Я сейчас, опять же, не буду вдаваться в подробности, но можете насладиться их внешним ужасающим видом. The playlists are made, so the next screening is in this room at this hour. It's programmed on the planification. Тут нам объясняют и рассказывают, как выглядит программа на неделю, которая составляется заранее для каждого из залов. Если я не ошибаюсь, это специальная программа, возможно, CRM-ка специально для этого кинотеатра, возможно, это какая-то общепринятая программа, но пользуются
ей вот таким образом за этим компьютером составляют программу заранее. Главное, чтобы ничего не пересекалось, естественно, и все гармонично было подстроено под хронометраж каждого из демонстрируемых фильмов. So, this one is a new one. Oh, Brand new. it's a brand new one. So I don't think I can. Yeah, that's not a problem. А здесь, вы, наверное, уже забыли, но я вам напомню, я вам сказала, запомните про лампу. Вот, является нам королева бала. Это лазерная лампа нового поколения, которая вставляется внутрь современных проекторов. И за счет нее, собственно, свет, за счет света, который она дает, проецируется изображение на экран. Внутри, как я понимаю, у нее газ, и каким-то волшебным образом за счет газа она, собственно, горит и дает этот свет. Красиво, правда, выглядит? Очень так изящно. Красивая вещь, но очень дорогая. Дорогая. Она может служить много часов, если я не ошибаюсь, там много сотен часов она может служить, но по ходу ее службы, срока ее службы, она, конечно, дает поменьше света, и потом ее надо менять. В общем, такая внутряночка кинопроектора. И в последней комнате, куда мы с вами попадаем, к очередному огромному, шумному, страшному проектору. И Николя нам тут показывает, как он запускает, собственно, сам процесс запуска фильма, включения фильма, его демонстрация на экран. И также рассказывает про систему временного выкупа прав на показываемые фильмы, которые как бы выкупают кинотеатры, о том, как кинотеатрам присылаются ключи, которые дают доступ к файлу фильма и действуют определенное только время. И, собственно, когда сотрудники запускают эти фильмы, они видят все эти внутренние данные, ну и обязаны как бы уважать все эти сроки. Конечно же, мы же во Франции. Тут по-другому не работает. Я возвращаюсь на ваши экраны. На этом мы заканчиваем. Собственно, вот такая была у нас экскурсия. Конечно же, если бы я вела подробный конспект того, что мы увидели, того, что мы узнали, было бы гораздо более информативно, толково, возможно, даже как-то профессионально, что ли. Но этого не произошло, и ничего страшного. В конце концов, есть куча информации в открытом доступе для вас в программе Google, которой вы можете воспользоваться в любой момент. А я просто была рада поделиться с вами тем, что я увидела своими глазами, поделиться с вами тем, что я помню, потому что это было уже какое-то время назад, эта экскурсия наша. В общем, еще раз всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.